Всем привет! Вы на канале Академия Покера, и это ежемесячная рубрика Покер Ньюс. В этом выпуске расскажем о самых удивительных покерных событиях в августе 2022 года. А вы подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и ставьте нам лайк. Итак, первая новость. Дэн Билзерян, король Инстаграма, лучший в мире игрок, по собственному мнению, и талантливый бизнесмен. Всегда будоражит социальные сети своими выходками, но последняя ему могла очень дорого стоить. Итак, что сделал Дэн Билзерян? Варианты ответа. А. Опять сбросил кого-то с крыши. Б. Выиграл очередные 100 миллионов долларов в закрытых играх. В. Женился. Правильный ответ. Женился. Но это не может быть еще одной шуткой Дэна. В прошлом месяце он опубликовал фото, где король Инстаграма в строгом костюме с бутоньеркой ведет под руку никому неизвестную девушку. Фото Дэн подписал: «Я наконец-то сделал это». Подписчики в социальных сетях бросились поздравлять Дэна с таким замечательным событием, но нашлись и те, кто счел это очередной шуткой. А уже через неделю Билзерян опубликовал видео своих вечеринок, подписав его: «Брак – это ловушка. Оставайся одиноким, кури, зажигай». И подтвердил версию недоверчивых подписчиков. Билл Перкинс, опубликовавший фото со своей свадьбы. На них хорошо просматривается Дэн, присутствующий на свадьбе в качестве почетного гостя. Идем далее. Новость номер 2. Играешь NL5 и друзья считают тебя любителем? Не расстраивайся. Пол Фуа тоже считает себя рекреационным игроком. Фабула дела такова. В сентябре на Кипре пройдет серия Triton Poker, в рамках которой состоится турнир Coin Rio Invitational с буй-ином $200 тысяч. Его особенность в том, что хайроллеры приглашают бизнесменов и любителей, формируя условные пары. Количество игроков ограничено: 64 места, по 32 с каждой стороны. В первый день любители и профессионалы играют отдельно, а во второй день происходит жеребьевка, и два поля объединяются. Прилететь на Кипр и заявить, что ты любитель, не получится. Перед этим надо пройти строгую комиссию. Решают, кто с кем будет играть, 3 человека. Джейсон Кун, Роб Янг и Пол Фуа, который по совместительству является еще и одним из учредителей Triton Poker. По счастливой случайности Пола Фуа пригласил на этот турнир Фил Айви, и поэтому Пол будет играть в команде любителей. И ничего страшного, что этот любитель выиграл почти 25 миллионов и занимает 25 место в рейтинге All Time Money List. С такими любителями, например, можно смело записать Никиту Бодяковского в список начинающих игроков, показывающих успехи в оффлайн-покере. Новость номер 3. SOP is time. Браслетная серия возвращается на покерок и продлится до 27 сентября. В расписании 33 турнира с розыгрышем золотого браслета и десятки миллионов долларов призовых. Игроков ждут уже знакомые сумасшедшие восьмерки, счастливые семерки, Колоссос и другие аналоги турниров живой серии в СОП. Главное событие обещает быть масштабным, на кону снова 20 миллионов долларов, а вход обойдется в небюджетные 5000. Но его рискует затмить другой турнир – Mystery Bounty, стоимость которого составит скромные $210. Это мега популярные турниры, в которых за нокауты соперников полагается баунти. Сумма нокаутов окутана мистической тайной. Mystery Bounty в SOP Edition разыгрывает призовой фонд в 10 миллионов долларов, а это значит, что один счастливчик вытянет баунти размером $1 миллион. Главное – продержаться 16 уровней в Day1 и пронести стек Day2, где развернется настоящая битва за головы соперников. Если у вас нет $210, это еще не повод пропускать турнир. К нему действуют сотни самых разных сателлитов, а получить свой билет на $1 миллион можно всего за $1. Кстати, на другие турниры тоже можно отобраться недорого, не упускайте свой шанс. Далее 4-я новость. Этапы выигрыша $1 миллиона. Делай раз. Раскритиковать турнир и назвать его цирковым шоу.
Делай 2. Зарегистрироваться в нем и продать пару долек. Делай 3. Вытянуть баунти на миллион. Вот именно такая история произошла с Мэттом Гланцем на прошедшей серии в СОП. В Лас-Вегасе проходил аналогичный турнир Mystery Bounty с буином $1000, где также самый дорогой нокаут оценивался в миллион. За пару дней до знаменательного события, которое вызвало дикий ажиотаж среди игроков, Мэтт активно критиковал турнир, называл его цирком, бессмысленным мероприятием и выражал недоумение, почему это вокруг него подняли такую шумиху. Но вскоре после начала Мэтта заметили за столами, куда он отправился, продав по 10% экшена Шону Дибу и еще одному товарищу. Во второй день пыл критики Мэтта значительно снизился, а после очередного нокаута и конверта, в котором обнаружилась сумма в $1 миллион, негатив сменился откровенным восторгом. При этом счастливчик не потерял самообладание и смог финишировать в небольших призах. Шон Дип и еще один скромный бэкер тоже не остались без своих наград, вложившись всего по $100 каждый. Они забрали свои 10% из призовых выплат Мэтта, что в деньгах составляло по $100 тысяч. Игрок, принесший нашему игроку такой приз, тоже получил свой утешительный приз. Мэтт отыскал его и вручил $5000 в знак благодарности. И, наконец, новость номер 5. Капитан Джек Воробей больше не сможет играть на ВСОП. Этот забавный случай произошел на прошедшей мировой серии ВСОП. Одному любителю покера и хорошего настроения, Скоттеру Кларку, нравилось веселить людей в костюме капитана Джека Воробья. Он купил его за немалые $3000 у компании, которая производила костюмы для оригинального фильма. Организаторы ВСОП решили пригласить его в качестве ведущего на турнир Mystery Bounty, чтобы он озвучивал суммы, которые вытаскивают игроки из Лототрона. Решение было принято в очень короткие сроки, и Кларку оплатили перелет и все расходы, чтобы он как можно скорее появился в Беллис. Наверное, ВСОП платит неплохие деньги. Через несколько часов Скоттеру в образе Джека Воробья отпускал веселые комментарии возле барабана с мистическими конвертами. После завершения турнира Скоттер получил благодарность от организаторов, которым так понравилась его работа, что они сразу решили подписать его и на следующий год, и сразу же заключили с ним контракт. Обеспечив себя работой на долгое время, Кларк отправился играть в мейн-ивент в СОП, не выходя из своего образа. Но, как у истинного капитана Джека Воробья, завершить турнир без приключений у него так и не получилось. Его костюм включал не только внешнюю атрибутику, но и 2 старинных бутафорских ружья. Они выполнены очень реалистично, но при этом могут издавать только негромкие щелчки при нажатии на курок. Во второй день мейн-ивент к Скоттеру подошла служба безопасности и попросила сдать оружие. Капитан отреагировал на это все совершенно спокойно. Он прошел в комнату охраны, сложил свое ружье в сейф, что было официально зафиксировано на бумаге. Кларк непрофессиональный игрок, но ему посчастливилось добраться до 195-го места и оформить свой лучший выигрыш $53 900. Но радость от заноса была недолгой. Сразу же после завершения турнира к нему снова подошли серьезные люди из службы безопасности в СОП. Скоттер не придал этому особого значения, ведь ему должны были вернуть его оружие. Но Джек Воробей почувствовал неладное, когда его в сопровождении 11 охранников отвели к стойке регистрации. Там ему отдали оружие, обвинили в вооруженном вторжении и запретили появляться в любой собственности Сизар под угрозой ареста. Бедолага Джек остался в недоумении. Пока он был ведущим, к нему и его оружию не было никаких претензий. А теперь у него есть контракт со ВСОП, и если он его выполнит, то попадет в тюрьму. Самое печальное в этой истории – руководство серии не дали ему никаких комментариев, что делать дальше. На сегодня это все. Спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, какие события в мире покера в этом месте удивили вас больше всего. Пока!